Разработчики в своей странной манере анонсировали крупное обновление для CS2. Параллельно с этим, к удивлению, усовершенствовали систему фактора доверия. Но и на этом они не успокоились и втихомолку вновь подкрутили параметры античита. Ну а самое забавное, что все эти события тесно между собой связаны. Но давайте по порядку. В своем последнем обновлении для CS2 разработчики поставили на счетчик 3 предмета в магазине Арсенал. Мол, это ваш последний шанс забрать эти предметы, прежде чем их удалят оттуда. Понятное дело, что вместо них разработчики собираются поставить новые. И это, как бы то ни казалось, такой вот способ анонсировать крупничок в игре. Но я так полагаю, вам очень интересно, какое же все-таки время окончания стоит у данных предметов. Может, они пробудут в магазине еще дня 2, а может неделю. Но все, как бы то странно ни казалось, намного прозаичнее. Но перед этим спонсор. Ёбаный рот, это казино. Зачем тратить деньги впустую, если можно купить скин на CS Money? Здесь больше 1 миллиона скинов, цены ниже Стима и мгновенные обмены. А еще есть оплата по СБП, криптой, любыми картами, скинами, что угодно вообще. Короче, не сливай бабки на скам, покупай скины на CS Money. Для начала вы должны понять, как в целом работает время отсчета в магазине Арсенал, чтобы в будущем при подобной ситуации понимали, что происходит. Всего есть 2 параметра. Один устанавливается для плашки «Новая», и по истечению срока она попросту пропадает. А вот второй, соответственно, для счетчика, который показывает время до конца нахождения предмета в магазине. И по истечению срока разработчикам приходится вручную удалять предметы, то есть выпускать обновления. Данный счетчик способен показывать только дни. То есть, если предмету осталось меньше дня, будет показываться надпись «Последний шанс». Как раз таки то, что мы наблюдаем у новых предметов. Наверное, по этой причине многие подумали, что спустя сутки разработчики выпустят новое обновление и уберут данные предметы. Но не тут-то было. Тем предметам, что должны в скором покинуть магазин, поставили дату и время выхода самого обновления, то есть задним числом. Да-да, срок у этих предметов давно истек, и могут они находиться ровно столько, сколько разработчики посчитают нужным. Не успеет к годовщине CS2? Ничего страшного, а никто и не говорил, что предметы уберутся в определенное время. Так к тому же есть еще вероятность, что новые предметы появятся не сразу, как удалят старые. Однако, мы впервые узнаем, что произойдет с кейсом, который уберут из Арсенала. Ведь раньше такого еще не было. Добавят ли его в еженедельный дроп или уберут с концами? Данный опыт покажет нам, что следует ожидать, когда подобное повторится. Так что да, возможно, те, кто сейчас фармит галерейный кейс, делают это впустую. Но, как говорится, там, где пахнет выпуском новых предметов, так уж исторически сложилось, на горизонте всегда маячит античит. Если вы хоть раз трейдили или фармили кейсы, знаете, о чем идет речь. Разработчики начинают свою охоту на ведьм перед каждым выходом косметических предметов. И вот сейчас, спустя долгое время, когда Вакнет вообще не работал как надо, вдруг начал почти всех поголовно отправлять в бан Ваклайвом. Ну а читеры стали жаловаться, что типа задетектили многие виды читов. Так помимо читов, изрядно проредили и фармботы на серверах, что лично для меня является прям какой-то сказкой. Недрайверный античит, который способен такое задетектить, ну просто вау, мое почтение. Это что ж получается, теперь и не стыдно открыть таблицу лидеров в премьере? А нет, показалось. Читеры до сих пор находятся в премьере, и большинству легитеров как-то до сих пор насрать. Не спорю, что данное явление даст хоть немного воздуха, и вам какое-то время реже будут попадаться читеры, что тоже неплохо. Но рано или поздно, как вы понимаете, найдут новый обход, и мы дальше продолжим купаться в говне. Кстати, есть и темная сторона медали всего того, что сейчас происходит. О да, повторяются события мая этого года, когда Ваклайв банил и честных игроков. Так что, ребята, будьте аккуратнее, а то, если вы не знаете, разработчикам, как выяснилось, насрать, по ошибке вы получили бан или же нет.
Медальку за сезон вы не получите. Ну а выяснилось это благодаря новой, по всей видимости, системе фактора доверия, уведомления которой включили еще в конце июля. И те игроки, кто находится на желтом, как раз таки в зоне риска. Нам пока еще мало известно, что конкретно в него добавили и как доработали. Однако точно, он теперь имеет более, скажем так, расширенный рейтинг. Если раньше тем, кто находился в лобби с подозрительным игроком, приходило уведомление поголовно всем, то сейчас это не так. Вы можете находиться в одно время на зеленом факторе и не получать желтые уведомления, в то время как ваш тиммейт его получит. Хотя, исходя из старой системы, вы оба должны были его получить. Либо ваш тиммейт должен был получить 2 предупреждения и на счет вас тоже. Короче, для анализа, как оно сейчас работает, нужно больше времени на исследование. Я лишь вас предупредил, что систему обновили, так что будьте в курсе. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!